Тревожность. Нужна ли она нам? Мне часто отвечали, что если не тревожиться ни о чем, то случится непоправимое. Но планировать свои действия, предугадывать подводные камни, не значит тревожиться. Даже не берем в расчет людей, постоянно живущих в тревоге. Каждый раз, испытывая тревоги, вы испытываете выраженный физический дискомфорт, утомление. Именно об этих негативных проявлениях я и говорю. Именно это вам мешает. Эти ощущения заставляют вас искать пути избавления от тревожности. Тревожность не нужна никому и никогда. А уж тем более никому не нужно паническое настроение. Добавлю к этому, что испытывая тревожность, вы не способны к принятию оптимальных рациональных решений. Все ваши шаги будут направлены на то, не на решение проблемы, а на попытки избавиться от чувства тревоги. И чаще всего это совсем разные вещи. В этом видео мы разберем, какие варианты решения проблемы вам предлагают и почему они не работают. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Как знание принципов работы нервной системы поможет вам избавиться от тревожности, вернуть уверенность в себе. Почему мы испытываем тревогу? Ну как же, это же нормально переживать о детях, здоровье, безопасности. Нет, ненормально. Думать об этом, чтобы обеспечить желаемый результат, нужно. Переживать, тревожиться об этом не нужно. Если я скажу вам, чтобы вы не тревожились, это сработает? Да, конечно, нет. Если я приведу вам логичные доводы, что тревожиться не из-за чего, это сработает? Нет. Тревожность не зависит от внешних факторов, от внешних триггеров. Это ваше внутреннее состояние. Скажу больше. Если убрать из вашей жизни тревожащий вас фактор, то ваша тревожность не уменьшится. Вы найдете другой триггер и продолжите тревожиться по новому поводу. Так что такое тревожность? Почему она появляется? От чего она зависит? Как она проявляется? Как от нее избавиться? Все очень просто. Но обо всем по порядку. По нашим нервам не проходит спокойствие или тревожность, смелость или страх. По нервным путям протекает исключительно электрический ток, который мы называем нервными сигналами. От того, куда и сколько электроэнергии проводится, зависит наше здоровье и наше настроение, наши эмоции. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Если электроэнергии поступает много, то мы счастливы и энергичны. Если энергии мало, то мы пребываем в апатии. Тревожность – это только уровень эмоций, причем очень невысокий уровень. Это не более чем под уровень депрессии. Наша нервная система – это электрический прибор, электрическая система. И единственной серьезной опасностью для этой системы является обесточивание. С этой опасностью наша нервная система, а с ней и весь организм, старательно борется. Поэтому нам не нравится тревожиться. А философские, педагогические, психологические, политические объяснения мы всегда придумаем. Тот физический дискомфорт, который мы при этом испытываем, не важен. Генераторами электроэнергии для работы нервной системы являются рецепторы. Только они способны преобразовать в электрический импульс все виды энергии, окружающие их. Условно можно выделить два источника энергии. Окружающий мир, энергия Солнца, Земли, воды, воздуха и энергия изменения состояния нашего организма. Выраженное изменение физического и химического состояния организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. Получается, что для работы нашей нервной системы, нашего мозга, существует только два источника энергии. Окружающий мир, окружающая Вселенная и боль. Пряник и кнут. Никто не любит кнут, когда он направлен на него. А чем плох кнут? Только тем, что он дает очень мало энергии. Его коэффициент полезного действия невелик. Энергию окружающей Вселенной мы просто получаем. Берем то, чем с нами делится окружающий мир. Для изменения состояния нашего организма нам нужно приложить энергию. В этом случае энергия в стратегическом плане идет не на работу организма, а на создание условий для боли. Для того, чтобы воспользоваться аккумулятором, нужно потратить много энергии на его подзарядку. Это ведет к возникновению дефицита энергии, поступающей в мозг. Чем больше боли мы используем в качестве источника энергии, тем больше нарастает дефицит энергии. Лень, усталость, утомление, истощение, выгорание – это только степень выраженности дефицита электроэнергии в нервной системе. Поэтому мы не хотим испытывать тревожность. Это показатель того, что боль, дискомфорт являются основным источником для нашего энергообмена. Давайте теперь с учетом полученной информации разберем предлагаемые психологами и окружающими
Способы преодоления тревожности. По сути, это попытки убедить себя, что нет причин для тревоги, либо попытки избежать триггеров. Это не работает. Вы можете приводить себе или другому тысячи логичных или эмоциональных доводов о том, что причин для тревоги нет. Но к логике тревога не имеет никакого отношения. У вас есть рефлекторный комплекс. То, что мы называем своим опытом, своими знаниями. Этот рефлекторный комплекс является участком нервной системы, требующей для своей работы энергию. Источником этой энергии является боль. Поэтому каждый раз, когда включается в работу этот комплекс, когда вы вспоминаете о своем опыте, вы испытываете дискомфорт, боль. Вам внушают, что тревожиться нет причин, а вы в это время испытываете боль. Кому вы поверите? Кому-то или себе, испытывающему боль? Себе, не желающему испытывать боли? Или реальной боли? Интуитивно психологи этот момент почувствовали. Поэтому формирование нового рефлекторного комплекса, новых знаний, происходит на хорошем настроении, на более мощных энергиях положительных эмоций. По крайней мере, пытаются это сделать. Что-то типа «представьте себе, что возникла ситуация, вызывающая у вас тревогу, а вам хорошо». Этот прием срабатывает очень редко. На это две причины. Во-первых, нервная система будет пользоваться теми путями, которые несут больше энергии. И если ваша тревога, ваша боль поставляет в мозг больше электроэнергии, чем вновь сформированный опыт, то новым опытом вы пользоваться не будете. Вы откажетесь в него верить. Вторая причина неудачного перепрограммирования заключается в том, что хорошее настроение, повышенный энергообмен для нового рефлекторного комплекса вы можете брать с другой боли. В результате вы поменяете шило на мыло, острое ощущение на скользкие. Еще один широко используемый психологический прием – избегание. Вам предлагают отвлечься от тревожащей вас проблемы, подумать о чем-то приятном. Это может сработать только в том случае, когда у вас только один пунктик, один триггер для тревоги. В остальное время вы нормальный, адекватный человек. Но такое состояние мы описываем как наличие страха, фобии на что-то. В этой ситуации вы не будете пытаться избавиться от тревожности. Если же тревожность – ваше обычное состояние, то и переключиться у вас не получится. Ваш средний эмоциональный уровень, средний уровень энергообмена – тревога. Вы не сможете подняться выше надолго. Если вы едете на машине с плохим бензином, то ваша скорость невысока. Вы можете отдавить педаль в пол, подъехать под горку, на короткое время ускориться, но это ненадолго. Клинически это выглядит следующим образом. Вы пришли к психологу, психотерапевту, усилили энерговыброс за счет выговаривания своей боли. Ваше настроение улучшилось. Вы вышли от доктора более энергичным, чем зашли, более счастливым. Но аккумулятор начинает заряжаться. Вы чувствуете упадок сил, усталость. Через день эффект от терапии нулевой. Можно повторить цикл. Терапия, боль, усталость. Через какое-то время психотерапевт предложит усилить эффект лекарствами. Потому что надавливание на газ перестало давать эффект. Результат – вас загонят еще большую депрессию. Возможно, что вы перестанете тревожиться. Но не потому, что победили тревогу, а потому что ваш энергообмен еще больше уменьшился. У вас нет сил тревожиться. Вы еще больше превращаетесь в овощ, приближаетесь к апатии. Есть ли выход из создавшейся ситуации? Есть. Я сейчас говорю не с теми, кому повезло и усилия психотерапевтов увенчались успехом. Я говорю с абсолютным большинством пациентов, которым это не помогло. Я говорю о методе аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод исходно создавался для восстановления максимальной проводимости нервных путей за счет снижения их электрического сопротивления. В результате количество электрической энергии, достигающее центральной нервной системы, увеличивается. Альтернативная энергия боли становится не нужна. Вполне достаточно энергии, полученной от окружающего мира. И механизм развития дефицита энергии начинает раскручиваться в обратном направлении. Клинически это проявляется уменьшением физического дискомфорта, боли, улучшением настроения, увеличением работоспособности. Проводятся сеансы аппаратной психотерапии очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Вы просто замечаете, что сначала ваша работоспособность увеличилась. Следом идет улучшение настроения. Время терапии индивидуально. Человек, исходно энергичный, который устал, выгорел совсем недавно, справится за 10-15 часов сеанса. Если же вы находитесь в глубочайшей депрессии,
то выход в нормальное состояние может занять и 200, и 300, и 400 часов. Плюс в том, что вы не тратите на сеансы специальное время. Вы делаете это, между прочим, занимаясь своими обычными делами. Для того, чтобы вы составили свое мнение о методе, первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Пройдете вы за это время 1 час или 100 часов, решаете только вы. После этого вы делаете выбор. Проводить сеансы аппаратной психотерапии или искать свой путь избавления от тревоги. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы большую часть своей жизни. А как? Решать вам. Хочу предупредить еще об одном неприятном моменте. Я уже говорил, что наши эмоции – это последовательные величины на графике энергообмена. Если вы находитесь в глубокой апатии, то пройти путь до радости вы не сможете, не побывав в страхе, беспокойстве, тревоге, гневе, ярости. Вам будет казаться, что вам стало хуже. Ведь вы просто были апатичны, а стали испытывать страх, гнев, раздражительность, ярость. На самом деле, я уже объяснил вначале, что это положительная динамика. При том, что вы стали испытывать ярко выраженные негативные эмоции. Не нужно хвататься за транквилизаторы или антидепрессанты. Они только удлинят вашу терапию. Путь до счастья у разных людей может отличаться скоростью прохождения негативных эмоций, но не направлением этого движения. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Верните в свою жизнь счастье, энергичность, спокойствие, уверенность в себе. Будьте здоровы и счастливы. Избавляйтесь от тревоги.